друзья, меня зовут Иван. Сегодня такое необычное видео, в общем-то, про обжарку кофе. Не очень-то это такая актуальная тема для многих. Ну, вы знаете, что я давно увлекся кофе, получил сертификат бариста и иногда вот увлекаюсь кофейными всякими делами. Не так давно я приобрел вот такой вот зеленый кофе, колумбийский, и даже пробовал его пару раз обжаривать. Первая попытка была не супер, все провоняло дымом, тут все было в таком чаде, в дыму. Вот, ну, в общем, поджег я его. Почему? Потому что не очень знал, как правильно это делать. А к тому же устройство, на котором я обжариваю, оно для меня в новинку. Мне его подарил брат на день рождения. Это вот такой вот ростер. На самом деле китайский, наверное, называется Volmex. У него вот здесь выставляется температура, и он включается. И вот эта вот вращалка вращается. Первый раз я эту вращалку, в общем-то, вращал. Ну, то есть ничем больше не переворачивал, и поэтому, видимо, оно все изгорело. Второй раз получилось неплохо, но мне кажется, что я не дожарил. Моя цель пожарить эти зерна до состояния фильтр обжарки, чтобы можно было делать фильтр кофе, который я люблю. Эспрессо-машины у меня нет, поэтому до состояния эспрессо обжаривать не будем. Давайте попробуем пожарить, что из этого выйдет. Я температуру буду контролировать, сделаю в этот раз поменьше. В прошлый раз я ставил на 220 градусов, как написано, в общем, во всяких там руководствах. Ну, поставим сегодня на 200 и посмотрим, сколько времени пройдет до того момента, как надо будет уже снимать кофе, останавливать, остужать. Потому что, вообще говоря, нужно жарить где-то 15-18 минут. Некоторые пишут 12 минут. Но, насколько я помню, в общем, по вот этой инструкции, первый крэк, когда вот зерна начинают трещать, вот до первый крэк, и между первым и вторым крэком, когда они второй раз начинают трещать, нужно где-то как раз и остановиться. Вот. Ну, как этот второй крэк застать, не знаю, сколько там должно времени между ними пройти, только опытным путем можно понять. Поэтому предлагаю вместе со мной посмотреть, как я это буду жарить. Ну, я просто буду все снимать подряд, а вы, если что, просто на быструю перемотку поставьте, чтобы полностью процесс наблюдать, если захотите увидеть, до какого состояния вот на этой вот штучке можно обжарить. Вообще говоря, можно обжаривать и на сковородке, и на таком в тефлоновом таком ковшике я видел, как японцы обжаривают на газовой плите. Вот так вот раз в минуту дергают, раз в 2 минуты переворачивая. Ну, мне зачем? У меня вот классная есть обжарочная штука, вот я ей попробую еще раз. Это будет моя 3-я попытка. Надеюсь, у меня хорошо в этот раз получится. Вы там за меня болеете? Поставьте лайк, подписывайтесь. Погнали жарить! Приступаем помаленьку. Вот я вам помашу отсюда, чтобы видели, что я здесь. Наверное, будут тут посторонние шумы еще слышны. Ну уж извините. Так, ну что, давайте для начала отмерим, сколько мы будем жарить. Я предлагаю жарить 300 грамм. Для этого возьмем весы. Так, отпарили. Сколько это будет 300 грамм? О, не, это сюда не влезет. Или влезет? Ну что, неужели не поместится? Так, начинает падать. Максимально приближенная к боевым условиям съемка. Надо будет все-таки, конечно, небольшой монтаж сделать. Это вот вы это все будете, конечно, смотреть. Это будет не прикольно. 307 даже. О, даже перебрал. 304, 305, 300,0. О, класс. Ровно отмерил. Тут в одном этом самом ролике он еще и выбирал вот эти вот зернышки, как говорится, плохие, неровные. Но я вот это вот делать уже не буду. Извините, конечно. Давайте все-таки пересыпем в сухую мисочку. Это неудобно будет.
Весы должны быть на каждой кухне. Классная штука. Так, ставим ростер сюда. Вот у нас есть деревяшечка, помешивать будем. Такая вот. Ну что, поставили на 200, между 200 и 220 включаем. Вот он, кстати, вот когда в ту сторону крутится, он плохо переворачивает. А вот когда в эту, он хорошо переворачивает. Это я уже заметил. Сейчас немножко прогреем. И заодно я вот таймер хотел поставить. О, уже прям горячо. Запись идет. Так, нажали. Время пошло. Высыпаем. Высыпаем. Вот здесь фишка в том, что эти зернышки, видите, они скользят. И поэтому они фигово переворачиваются. И поэтому у меня первый раз плохо и получилось. А я сейчас буду очень интенсивно переворачивать, чтобы это все дело равномерно обжаривалось. Иначе получается хреново. В прошлый раз я тоже переворачивал, но переворачивал не так интенсивно. И у меня не очень равномерно обжаривалось. Такие вот дела. Хотите пожарить кофе, еще надо уметь. Но в ролике, который я видел от одного японца, он просто брал такой ковшик, такой обычный, с крышкой, но он тефлоновый был. И над газом, на газовой плите, вот здесь вот, он кофе обжаривал. Получилось у него нормально, ничего так прям. Потом он его на сеточке отбросил, чтобы шелуха от него скатилась. И получилось классно. Вот у меня уже видны первые результаты. Уже немножечко, чуть-чуть покоричневело. Я даже, может быть, температуру чуть-чуть прибрал, но не буду пока. Может быть, потом, когда после первого крека. Минута 46 пока прошла. Мне кажется, смотреть за вот этим вот очень завораживает, если смотреть видео в YouTube. Поставьте лайк, если вам нравится эта процедура. Можете даже себе на заставочку включить. Вообще, я так не был на больших обжарочных мастерских. Наверное, там это круто все выглядит. И там специальная программа, которая останавливает обжарку или уменьшает температуру, так что получился хороший кофе. Я вот использую и покупаю тести, такой вот тести кофе. И вот мне очень нравится, например, Гватемала. Ну не вот этот Сантьяго, а была у них Гватемала Блю Аярза. Это был первый кофе, который я купил в этом тесте. Потом я подсел, стал другой покупать. Вот видите, я не перемешивал, уже зерна стали прям поджаристые, такие неравномерные. Мне хотя бы не нужно все переворачивать, только вот здесь, где эти лапы, так сказать, крутятся, там я переворачиваю. Я бы чуть-чуть уменьшил температуру, вот чуть-чуть ровно на 200 поставлю, судя по этой шкале, не знаю, насколько она прям правильная, а то мне кажется, что пригорает. Но реально он, конечно, должен быть такого цвета. Мы потом возьмем зернышки нормальные, нормально обжаренные и сравним. Вот. Так я вижу, что зерен-то не так, чтобы много плохих зерен. Но какие-то все равно уже вот видно, что какие-то хорошо обжарились, а какие-то нет. Вот шелуха отлетает. Она должна, в принципе, отлетать. Еще очень важно его потом остудить, так, чтобы он не продолжал жариться, пока он
пока зернышки уже сняты, когда они уже сняты с обжарки, со сковородки, чтобы они не продолжали жарить внутри себя друг друга, так сказать, температуры, которую они набрали. Прикольная тема, как хобби, вот заниматься кофе и узнавать новые вкусы, новые возможности, как его заваривать. Я увлекся, ой, горячее зерно, и разобрался там, как с фильтром делать кофе, какие фильтры, в общем, вороночки, все вот это. Ничего сложного нет. На этом делают деньги, очередной раз нас подсаживая на подобные вещи. И прикольно разобраться, как по очередной теме. На самом деле это намного интереснее, чем тот же чай. Еще одно зернышко упало. Обратно иди. Вот. Пригорает. Я бы убрал температуру. Потому что вот видно прям как дымок идет. Видно, как дымок идет? Ну, на запах я вам скажу, что нифига никаким кофе не пахнет. Это просто пахнет обжаренными, ну, какой-нибудь перловкой или любым сухим зерном, который вы сможете найти, вот будет пахнуть так же. Ну вот, более-менее, я бы сказал, равномерный цвет получается. Так, я вот переворачиваю активно. Вот, зернышко упало. Ну ладно, не будем за ним бегать. Очень много прибирать температуру нельзя, потому что она тогда жариться не будет, а жариться должна именно... Хорошо, что лопатка деревянная, а не пластиковая. А пластиковая она бы сгорела сразу, расплавилась бы. Много болтаю я, ну что делать? О, уже трески какие слышны. Или это мне кажется? Треск, когда будет слышен, его явно будет слышно. Главное, нельзя отходить, вообще нельзя бросать это дело. То есть, если кто позвонит по телефону или что, вообще пиши пропало. Все сразу можно выбрасывать, все сгорит. Нужно очень активно мешать. Рука уже даже устала мешать. Руку не поменяешь, я левой не смогу. Ну что, уже вот смотрите, такое все желтоватенько, румянистое, я бы сказал, золотистое. Золотистые зернышки. А? Как вам? Ставьте лайк. Не забывайте. Вообще на моем канале технологические обзоры и всякие Outlook уроки и компьютерные хитрости. Я вот это дело отношу, конечно, скорее как влогу. Я это оформлю как влог. Потому что у него есть сюжет, есть результат. Но это можно считать и технологическим обзором, потому что это же технологичная штука-то вот эта сама себе. Вот она крутит, жарит. Это же техника, она тут механическая, конечно, как вертушка. Похоже на виниловую пластинку, да? На проигрыватель. Прикольно будет, когда результат уже будет более ярко виден. Некоторые зернышки видны, конечно, как результат, а некоторые нет. Знать бы, как правильно мешать. Может быть, я еще неправильно мешаю, но пока результат вроде налицо. Ну, вроде он выглядит хорошо. И шелуха вон отделяется. И дым такой идет, регулирующий температуру. То может испаряться вода. О, уже треснуло. Первый крэк слышим с одного зернышка. Так вот это между первым крэком и вторым я не знаю. Сейчас будет трескаться, когда мы услышим. А потом уже будем по цвету смотреть. Просто по цвету. Так, потери уже 3 зерна. 3 зерна, но ничего, это не жалко. Вы помните, что мы взвесили и было 300 грамм. Потом взвесим, посмотрим, сколько получится. Должно получиться около 250. Вот, судя по тому ролику, который был японский. Ну, у меня второй свет сдох, ну ладно. Надеюсь,
Первым светом нормально видно. Убрали второй свет. Вот смотрите, как подрумянилось. Красиво, мне кажется, и равномерно. Поставьте на ускоренный просмотр, на двушку или на больше, чтобы не ждать результата. Мы пока работаем 9 минут 40 секунд. Наша, как это сказать, ростерная. Savin Coffee Roasters надо открывать бренд. Как считаете? Нормальное название? Поставьте лайк, если нормальное. Все, вот это, конечно, поставьте лайк, призыв, но куда без него? Без него же никуда. Главное, чтобы лопатка не вышла из строя, потому что чем иначе мешать я не знаю. Что-то он перестал щелкать, прибавим температуру. Добавили. Ну, идет тут какой-то дымок, я не знаю, это пар или это на самом деле дым. Скорее, это, наверное, вода испаряется, я так думаю. Так, щелчки есть? Нет, пока нет щелчков. О, есть щелчки, слышали? Один щелчок был, как только я перестал мешать. Щелчок возникает из-за того, что происходит реакция преобразования сахаров и всяких веществ в зерне. Смотрите, уже, я бы сказал, цвет скорее коричневый. Вот какое-то зернышко пригоревшее, оно, наверное, и трескало. Мы потом совсем пригоревшие отсюда выберем. Я прибавил температуру, и сразу стали они сильнее, жестче жариться. Жареные кофе зерна. Savin Coffee Roasters. Еще одно зерно потеряли. Мне кажется, нормально тема. О, слышим крэк. Значит, делаем все правильно. Вот, крэки слышны нормально. Сейчас 12 минут прошло. Где-то писали, что при температуре 220 градусов вот как раз надо 12 минут жарить. Я бы сказал, что нам еще рано. У нас, смотрите, совсем еще зерна-то коричневые, конечно же, но еще, конечно, далеко им до. Надо будет достать какой-нибудь пакетик с зернами, чтобы сравнивать цвет. Я вот здесь сейчас рядом насыплю, чтобы посмотреть цвет какой. Ну еще пока рано. Вот какой цвет должен быть. Смотрим. Но уже довольно-таки близко, я бы сказал. Ох, как щелкает. Класс. Огонь вообще, огнище. Но как не перемешиваю, все равно равномерно не получается, так как, видимо, на нормальной жаровне. В нормальном ростере. Щелкает. Убавим чуть-чуть температуру, а то прям боюсь сжечь. О, крэк пошел. Не понять бы, это первый крэк или второй, но вряд ли это второй, потому что второй крэк, он уже, когда зерна совсем темные, они уже ближе к такой эспрессо обжарке. Вот. Меня все мои знакомые, которые знают, что я жарю, они прям спрашивают: ну ты как там пожарил еще-то, давай приноси свой кофе, это твой, не твой. Несмотря на то, что вроде кофе-то колумбийский, не мой, я же его не выращивал. Но всем нравится вот, пробовать именно кофе ручной обжарки. Вообще домашняя обжарка, это прикольно.
Ну согласитесь, смотрите, какой классный процесс. Стоишь себе, медитируешь, мешаешь. Так, еще одно зерно потеряли. Итого потери 5 зерен. «14 минут с половиной. Ну, уже я рассказал. Мы приближаемся где-то по цвету к целевому зерну. Вот как щелкает. Первый крек добрался до очередного зерна. Некоторые зернышки уже так имеют такую боковинку довольно обжаренную сильную, а некоторые нет. Вот понять бы, как правильно их вертеть. Наверное, если бы вот в таком ковшике тефлоновом было бы круче. Надо будет попробовать в ковшике тефлоновом, такой сковородочке специальной. В каком-то японском ролике у него такая сеточная была обжарочная штука. Он ее вертел прямо над открытым газовым огнем. Еще минус одно зерно. Запах изменился. Но запах не горелого. То есть это хороший такой запах, нормальный, человеческий. Обжаренного зерна, как говорится. Не знаю, правильно у меня стратегия вот так вот часто перемешивать, может быть, так и не надо было. Но сейчас я вижу, по крайней мере, по цвету, что более равномерный цвет, чем ту мою вторую обжарку, когда я мешал не так. А когда первая обжарка была, вообще все было черное. Ну, то есть на дне все было черное. Вот я здесь мешаю, а когда они туда едут, они там обжариваются. Все правильно, мне кажется, я делаю. Здесь вот я их переворачиваю. Давайте возьмем технологию весло. Вот так будем мешать наверх чуть-чуть. 16 минут. 38 секунд. Наше время обжарки. Я бы сказал, что уже близко уже. Я хочу в этот раз немножечко потемнее сделать, потому что когда делаешь темнее, зерна все-таки помягче становятся. И вот когда на кофемолке их мелешь на ручной, чувствуется, что недожаренные, что они твердоваты, так, знаете. Поэтому я дождусь, когда мои все самые светлые зерна станут более темными. Ох, горячая какая штука. Горячая штучка. Так, весло пошло. Веслом. Съемка идет, все хорошо. Проверил. iPhone самая лучшая камера на штативе. Никаких камер не надо. Если вы блогер, просто купите нормальный iPhone, нормальный штатив к нему, дополнительный свет, и будет вам счастье вообще полное и абсолютное. Сейчас у меня свет, к сожалению, такой не полностью доходит. Ну, надеюсь, нормально будет, потому что камера стоит в стабильном режиме, она не движется. Снимаю специально 60 кадров в секунду, чтобы было более кайфовое ощущение от съемки. Смотрите, как уже здорово. Уже близко мы к этим зернышкам, которые вот я достал из пакета. Вот они, вот такие. Нормально? Мне кажется, уже очень даже нормально. Но вот те, которые пощелкали, я так слышал, а больше так я особо щелчков не слышал. Давайте чуть добавим температуру, может быть, ускорит этот процесс чуть-чуть. Более равномерно получается в этот раз, однозначно, 100%, можно сказать. И, в общем-то, нельзя сказать, что какое-то плохое устройство. Вполне такое себе устройство. Уже 19 минут, ребята. 19 минут мы жарим. А я еще не готов сказать, что оно уже готово. Да?
Я бы еще чуть-чуть его. Вот эти вот светлые зернышки, я бы их еще припустил бы. Вот, пошел крэк. Видимо, на тех зернах, которые еще не дошли до крэка. Блям, мне прям комфортно, то есть кайфово. Я, конечно, его сразу заварю сегодня, попробую, но принято считать, что он должен полежать день-два как минимум, чтобы набрать в себя ароматы, сахара, которые у него там выделились. И при этом он станет ароматнее и вкуснее. Я кофе привык называть мужского рода, вы уж извините. Поэтому, ну, как олдскульные, так сказать, воспитанные в Советском Союзе, кофе это он. Пару слов пока расскажу, где я учился на бариста. Это была фирма, компания Лига Бариста. Преподаватели были Игорь и Александр. Совершенно классный курс был. И я учился на бариста эксперт. Там вместе с кассой еще учили работать. Там я прям заболел этим делом. Ну, я как бы до учебы заболел этим делом. А потом решил, почему бы мне не пойти, не узнать, как на самом деле делать капучино, эспрессо и все такое по науке, хорошо и качественно, чтобы было по-настоящему. Ну что, смотрите, вообще огнище, я считаю, это. Смотрите, как классно. Ну, я знаю, что вы смотрите, если до этого места досмотрели, то поставьте тогда лайк хотя бы, ну, если вам нравится. В любом случае, вот эта штука, я вначале обозначал, как она называется. Сейчас вот титр появится, я специально сделаю какое название. Вполне нормальное устройство, такое электрическое кофе-ростер настоящее, чтобы не мучиться с газом. Но я хочу сказать, что уже 21 минута 27 секунд. И, наверное, я уже скоро буду близок к тому, чтобы остановиться. Ну давайте, я предлагаю догнать до 25 минут, чтобы тогда уже окончательно быть уверенными, что мы сделали все, что смогли с этими зернами сегодня. Они сейчас очень похожи на тот цвет, который у меня есть в уже обжаренном купленном варианте. Вот. Но они еще не похожи на зерно для эспрессо. 22 минуты. Давайте я убавлю температуру, чтобы не сгорело. Ой, горячее, прям в руку попало. Наши потери где-то примерно 6 зерен, улетевших за пределы. Смотрите, если не трогать, вот он как будет. Видите, он все равно их не переворачивает. Они скользят по этой поверхности тефлоновой. Мне брат говорил, что можно моторчик подключить, который будет вибрировать вот так, и они будут от вибрации переворачиваться. Вот не знаю, может быть это уже какой-то второй крэк у какого-то зерна, а это, наверное, нехорошо. Но на них еще маслянистая поверхность не образовалась, по крайней мере, я не вижу. Это вот нельзя допустить, чтобы они маслянистыми стали. Это скорее для эспрессо. Ну, знаете, я вам что скажу. Сейчас вот 23 минуты будет, через 5 секунд. Я температуру увожу на 0. Вот, я температуру увел на 0. Сейчас убрал температуру. Сейчас просто пусть остывает. Сейчас я вот буду пробовать, как он остывает или нет, чтобы он их в процессе остывания дожарил чуть-чуть. Потому что так я боюсь просто их сыпать. И, кстати, у меня нет крупной сетки, чтобы убрать у них шелуху. Шелухи у них просто дофигища. Еще одно зерно потеряли. Вернись обратно. Вернулась. О, горячий. Вот. Это, мне кажется, мой лучший результат из всех моих попыток. Третья попытка самая лучшая. Я не понял, температуру убрал. Почему продолжает быть температура? На 0 вел. — 24 минуты 5 секунд.
Да, температура вроде уходит. Что если я саму ее выключу, то выключится и крутилка. А крутилку я не хочу выключать. Я хочу ее оставить. А кофе мы сейчас высыпем. Вот у меня есть сковородка сухая. Вот такая вот. Сейчас я сюда высыплю. И там будем остужать. Остужать и от шелухи отшелушивать. 24 минуты 39 секунд. Как я и обещал, 25 минут я остановлю. Вот видите, что такой ролик получился длинный. Ну что делать? Так вот. Такая жизнь, как говорится. Какие-то зерна развалились вот тут вот, видно, а какие-то нет. Да, вот он постепенно температуру убрал. 25 минут 16 секунд, господа, останавливаем. Все. Теперь берем за ручки. За ручки берем. Ставим сковородку сюда. Всыпаем. Вот сколько шелухи осталось. Мы ее сдувать не будем, а то я в прошлый раз сдул. Мало не покажется никому. Так, свет временно выключаем. Сейчас я эту штуку уберу. Ростер этот. Горячая штука, надо, чтобы остывала спокойно. Что тут видно? Тут вот есть вот такие вот зернышки, которые выглядят как прям лопнувшие. Вот что еще. Есть какие-то пережаренные, есть какие-то не очень дожаренные, но в целом вообще, мне кажется, отлично получилось. Надо, чтобы эта штука остыла. И еще нужно, чтобы шелуха ушла. Ну вот шелухи там, видите, сколько шелухи? Надо как-то куда-нибудь на какой-нибудь дуршлаг. Есть у меня дуршлаг? Нет, дуршлага у меня нет. У меня есть что-то другое, типа, например, вот терка. Что еще? Я вот придумал такую тему. Я сейчас вот в терку насыплю сюда. Горячая, нет? Когда остынет, я насыплю в терку, он через вот эти дырочки высыпется. Шелуха высыпется. Мы еще хотели взвесить, сколько получилось. Сколько получилось зерна. Сейчас взвесим. Пересыпаем. Ну, сколько получилось? 253. 253 грамма. Вот такой классный кофе. И тут у нас вот такой цвет. Я вот смотрю через экран. Немножечко светлее показывает iPhone, чем на самом деле есть. Но по сравнению с тем, что было, я хочу сказать, что это, конечно, круто. Нормальный цвет. Темнее немножечко, чем зерна, которые у меня есть, гватемальские. Ну-ка, давайте сравним. Прям предлагаю вам сравнить. Вот зерна Эфиопия Сидамо. Вот они. Посмотрим вблизи. Ну, видно, что мой потемнее, конечно, получился. Ну, стол у меня, конечно, грязный, тут что уж там говорить. Но мне нравится цвет того, что получилось, так или иначе. Вот, наверное, еще, знаете, он дожарился, пока остывал. Нужно все-таки заканчивать где-то на 20-22 минуте. Ну, опять же, еще нужно более точно регулировать температуру. Ну что, друзья, заканчиваю на этом свой репортаж об обжарке кофе. Вот у меня что получилось. Классно? Мне кажется, здорово. Вот специально под лампой показываю, как красиво. Кофе вообще не пахнет. То есть запах появляется где-то через день-два, как я и говорил. Ну что, если вам понравилось, ставьте лайк.
И напишите, как вы обжариваете кофе, если у вас есть такой свой опыт, будет очень интересно. С помощью такого устройства или на сковородке, или может быть в тефлоновом ковшике, или еще как. Подписывайтесь и жду ваших комментариев. Пока!